В четверг, 8 мая, крипторынок зафиксировал активный рост за последние несколько месяцев. Это стало неожиданным событием для всех инвесторов, особенно после множества негативных экономических данных, а также встречи ФРС, после которой Джером Пауэлл заявил, что они не достигнут своей цели в этом году. А также он добавил, что чем дольше тарифы Трампа будут действовать, тем сильнее это будет влиять на рост инфляции, что как результат приведет к сохранению процентных ставок на высоких уровнях. Но криптовалюта как будто бы проигнорировала эти факторы, и все внимание было направлено на первую успешную торговую сделку США с Британией, в результате которой приняли решение снизить тарифы. Эта сделка дала понять, что с Трампом все-таки можно договориться и смягчить давление на экономику, что потенциально может произойти и с другими странами. Также под конец недели мы увидели рост альтов, особенно после скачка эфира до 2500. Доминация биткоина начала снижаться, что стало первым сигналом к переходу капитала из биткоина в эфир, а из эфира в альты. Дополнительно глобальная денежная масса идет вверх, что усиливает приток ликвидности в рынок, а также ETF продолжают беспрерывно накапливать биткоин. Согласитесь, все это выглядит как будто бы стоит прямо сейчас закупаться криптой и просто ждать новые максимальные уровни. Однако у всех остается главный вопрос: является ли этот рост зеленым светом к продолжению восходящего тренда? И это реально очень важный вопрос, потому что сделку с Великобританией, которая по сути выступает прямым партнером США, и так бы подписали. Другие страны также можно легко прогнуть, но вот с Китаем будет не все так просто. Он не позволит, чтобы Америка ставила ультиматум и требовала только свои условия, за счет чего эта торговая сделка может затянуться. От этого напрямую будет зависеть ставка ФРС, ведь тарифы усиливают рост инфляции и поднимают процентные ставки вверх, которые, как показывает практика, никогда положительно на рискованные активы не влияли. Поэтому сегодня я хочу вместе с вами разобрать, какие сейчас есть главные факторы для роста криптовалюты, почему Китай выступает главным барьером для США, является ли пробой биткоина 100 тысяч прямым подтверждением продолжения роста, будет ли биткоин следовать за денежной массой М2, а еще мы подробно проанализируем, что сейчас происходит с доминацией биткоина и будет ли капитал активно перетекать в альты. Также я расскажу, как правильно накапливать монеты, учитывая ключевые уровни поддержки из прошлых видео, после которых токены начали расти. В общем, все, что нужно знать каждому криптоинвестору прямо сейчас, мы обсудим сегодня в ролике. А в конце я также отвечу на вопрос, что стоит делать в текущей фазе рынка, если вы новичок, и какие важные события, которые повлияют на крипту, нас ждут на следующей неделе. Перед просмотром обязательно поставьте лайк, чтобы отдельное видео с разбором альтов и стратегии их покупки, а также продажи, вышло уже в следующем выпуске. Ну а в комментариях жду интересующие вас вопросы. Пишите, какие темы для разбора вы бы хотели увидеть в будущем. Возможно, вас интересует обзор какой-то монеты или даже отдельный топ. Все комменты я читаю и стараюсь каждому отвечать. Поэтому приятного просмотра. Меня зовут Влад. Мы начинаем. Итак, друзья, всем привет! Рад вас видеть на канале Coin22, и начнем мы наше видео с подведения итогов этой насыщенной недели, после чего плавно перейдем к разбору главных вопросов, которые я озвучил в начале. Сразу после роста мы не стали публиковать ролик, а решили понаблюдать за происходящим, чтобы по итогу сделать более объективные выводы. Но вот в нашем Telegram мы продолжали оставаться на связи 24/7, и во время начала роста биткоина мы оперативно выложили ключевые причины, заранее сообщили о сделке США с Британией, а также 13 числа нас ждет важный отчет по инфляции и ПЦ за апрель. Данный отчет станет самым главным событием на следующей неделе. Крипта всегда реагировала на инфляцию в США, поэтому, чтобы раньше всех получить данные по ИПЦ, а перед этим информативный прогноз на предстоящую неделю, прямо сейчас переходите в наш Telegram. Там вы найдете много полезной информации и актуальной новости. Если подытожить все, что происходило на этой неделе, мы можем выделить 3 ключевые причины текущего роста, а именно торговая сделка США с Великобританией, активный приток капитала в биткоин ETF, а также потенциальное снижение процентной ставки ФРС в этом году. Но то, что эти факторы вызвали рост, это хорошо. А сможет ли рынок продолжить восходящий тренд, имея в арсенале только эти катализаторы? Давайте пару слов про торговую сделку с Британией. Безусловно, она стала первым соглашением после 2 апреля. Трамп сказал, что тарифы будут снижены до 10% почти на все товары, и еще сохраняются пошлины на машины. Трамп написал, что это большая торговая сделка, но на самом деле это не так. Он не может самостоятельно подписывать полноценное соглашение о свободной торговле. Этим занимается Конгресс. Чтобы оно вступило в силу, Конгресс должен его одобрить, а это займет больше времени, чем отведенные 90 дней. Пока что речь идет лишь об отмене или снижении некоторых пошлин на отдельные товары. Это только первый шаг. Впереди еще долгие переговоры и очень много работы. Но есть и положительная новость. Мы все-таки увидели, что Трамп может хоть как-то с кем-то договориться. Да, конечно, Британия это давний партнер Америки, и это было несложно, но все же это плюс. Тем не менее, сделка с Китаем еще не завершена. Вчера высокопоставленные официальные лица США и Китая провели переговоры в Женеве, что стало первым предварительным шагом на пути к прекращению торговой войны, которая подрывает мировую экономику. К сожалению, они ни о чем не договорились, ведь США пытаются продавить Китай, а
он держится. До этого Трамп сказал, что 80% пошлин для Китая будет нормально, но логично, что Пекин не пойдет на поводу и полностью снижать свои тарифы также не будет. А учитывая плотную торговлю между этими странами, давление на экономику остается. С этого можно сделать вывод, что вопрос торговой войны с Китаем до сих пор остается открытым, и на его решение потребуется много времени. А что по поводу снижения процентных ставок ФРС? Конечно, сейчас есть ожидание скорейшего снижения ставок. Я ранее говорил, что это возможно даже в конце года. Но есть одно но. Мы внимательно следили за выступлением Пауэлла, которое было в эту среду, и он, к сожалению, ни разу не намекнул на снижение, а наоборот сказал, что ФРС не достигнет своих целей в этом году, и если тарифы продолжат действовать, то рост инфляции усилится. На этом фоне вероятность снижения ставки в июле и июне упала. Но какие нужны причины для снижения ставок? Инфляция в США остается выше целевого уровня в 2%, а безработица в апреле составила 4,2%, что не говорит о слабости экономики. Трейдеры все больше сомневаются, что ФРС будет быстро снижать ставки. Сначала это может показаться плохой новостью для рискованных активов, но при этом Минфин может начать вливать большие деньги в экономику, чтобы поддержать расходы. Некоторые аналитики считают, что покупка ФРС облигаций на 20,5 миллиардов долларов 5 мая – признак того, что Центробанк снова начал вмешиваться. Исторически это означало приток ликвидности, что хорошо сказывается на крипте, тем более, что доллар ослаб по сравнению с другими валютами. Индекс доллара впервые с июля 2023 года упал ниже 100, что говорит о снижении интереса к американским активам. На фоне этого золото продолжало расти и за месяц выросло на 12%. Учитывая растущие сомнения в способности Минфина управлять госдолгом, это может усилить интерес к дефицитным активам, вроде биткоина. Хотя шансы на несколько снижений ставок уменьшились, такой сценарий все еще может оказаться выгодным для крипты. Если ФРС снова начнет увеличивать свой баланс, это может усилить рост инфляции и ослабить интерес к активам с фиксированной доходностью, а это укрепляет позиции крипты как альтернативного средства сбережения. Но если скорого снижения ставок не намечается, почему биткоин резко вырос именно сейчас? Или, возможно, его цена теперь даже не учитывает внешние факторы? На самом деле такой скачок вызвали именно крупные игроки. Биткоин-киты – это кошельки с балансом от 10 до 10 тысяч биткоинов, которые обычно движутся в унисон с рынком. За последние 6 недель нестабильности увеличили свои запасы на 81 тысячу биткоинов, что составляет рост на 0,6%. В то же время мелкие инвесторы – это кошельки с менее чем 0,1 биткоинов, которые часто реагируют на рынок с задержкой. Наоборот, сократили свои запасы на 290 биткоинов. Это минус 0,6%. И это позволило биткоину пробить уровень 100 тысяч. Аналогичная ситуация с эфиром. Рост цены эфира начался до того, как крупные инвесторы начали его активно скупать. Согласно данным Glassnode, с конца апреля владельцы кошельков с более чем 10 тысяч эфиров, так называемые мега-киты, снова начали накапливать эфир. Сейчас у них находится более 40 миллионов эфиров. Это максимальный уровень с марта 2025 года. То есть активность розничных холдеров была минимальной, а вот киты скупали на миллионы долларов, что также вызвало шорт-сквиз за счет ликвидации почти на $1 миллиард и соответственно привело к такому резкому подъему. Но опять-таки, если взять все положительные и негативные факторы, является ли это зеленым светом для продолжения роста, или же рынок быстро начнет остывать? Но прежде чем мы это разберем, хочу поделиться с вами информацией о проекте CryptoIndex и его недавними обновлениями. CryptoIndex.com – это уникальная платформа, на которой любой желающий может создавать и инвестировать в уже собранные криптоиндексы. Эти индексы представляют собой портфели криптовалют, сгруппированные по тематике, от ведущих блокчейн-проектов до новых перспективных токенов. Особенно актуально это в условиях нынешнего рынка, когда альткоины находятся на низких уровнях и формируют восходящее движение. Каждый пользователь платформы может собрать свой собственный индекс и получать комиссии за вложения других участников. Принцип работы простой. Вы формируете индекс, а другие инвестируют. Как Web3 платформа на блокчейне, CryptoIndex использует собственный токен INDX. Комиссия оплачивается этим токеном, он же имеет функцию сжигания для повышения стоимости. Ежемесячно сжигается 5% токенов от полученной прибыли, создавая дефицит, что сильно влияет на цену токена. Держатели монеты получают бонусы, а именно снижение комиссий, участие в стейкинге и голосование в DAO. А по мере роста проекта увеличивается и рост на токен INDX. Сейчас команда готовится к полноценному запуску, и новости об этом регулярно появляются в приложении X. Приобрести токены можно на официальном сайте, где доступны не только стейблкоины, но и другие активы. Обязательно изучите проект CryptoIndex подробнее и самостоятельно ознакомьтесь со всеми его функциями. Ссылка на сайт доступна в описании под видео и дает право на получение бонуса от проекта CryptoIndex. Вопрос окончательного завершения медвежьего рынка разбирают все. На первой неделе мая крипторынок показал рост, но многие инвесторы все еще настроены негативно. Некоторые считают, что это начало нового бычьего тренда, особенно после того, как биткоин преодолел важный уровень. Однако другие предупреждают, что текущие изменения могут быть временными и не отражают реальную картину. Один из ключевых индикаторов от CryptoQuant, который отслеживает смену бычьих и медвежьих фаз, долгое время указывал на медвежий рынок. Только недавно он начал подавать сигналы возможного разворота, но они пока слабые и неопределенные. Ранее в середине прошлого года
данный индикатор уже давал ложные сигналы, когда рынок двигался в боковике. Аналитик CryptoQuant использовал данные по 30-дневным и годовым скользящим средним, чтобы оценить ситуацию. Он отметил, что краткосрочная средняя начала расти. Если она пересечет долгосрочную, то это может указывать на продолжение роста биткоина. Другой аналитик CryptoQuant смотрит на рынок осторожней. Он использует другой индикатор, сравнивающий рыночную и реализованную капитализацию биткоина. Данный показатель начал расти, особенно после того, как биткоин пробил 100 тысяч. Однако аналитик считает, что рост может быть временным и связан с внешними событиями, например, торговыми соглашениями между США и Великобританией или решением ФРС сохранить ставки. Также стоит отметить рост индекса страха и жадности. Он достиг 73. Это говорит о смене настроения инвесторов от страха к жадности. То есть эти аналитики пытаются объяснить, что для полноценного подтверждения восходящего тренда рынку потребуется время и явные изменения в ключевой метрике. Но в отличие от роста, когда биткоин пробил 95 тысяч, начиная с 7 мая выросли и альты. Следовательно, вопрос, а не начало ли это альтсезона? Во-первых, чтобы понимать, что такое альтсезон, рекомендую посмотреть вот эти видео. Там я подробно рассказывал, что альтсезон — это феномен 18, 19 и 20 годов, который при текущих условиях на рынке никогда не начнется, ведь монет на рынке стало больше, прошло множество разблокировок, а цена биткоина и доминирования выросли. Но обратите внимание, что я не отрицаю какой-либо рост альтов. Речь идет о 10 иксах, которые были тогда. Сейчас повторение чего-то подобного почти невозможно. В целом, если говорить о росте альтов, то нужно помнить про вот эту схему перехода капитала от одного актива к другим, которая происходит на крипторынке. Сначала капитал всегда идет в биткоин, соответственно его доминация растет. После того, как доминация сокращается, а рост его цены замедляется, капитал направляется в эфир, и с замедлением его роста дальше начинают расти альты и разные мемы. Но опять-таки это схема классического перераспределения капитала, как это было ранее. Сейчас немного условий изменились, тем не менее суть осталась та же. Поэтому сложно сказать, что сейчас альты готовы повторять цикл прошлого года, ведь для этого нужен более активный и более длительный рост биткоина с его дальнейшей консолидацией. Но тогда следующий вопрос, а что стоит делать в текущих условиях на рынке, когда монеты растут, но основные катализаторы остаются негативными? Тактика остается прежней. Покупать монеты во время падения до ключевых уровней поддержки. Для примера покажу вам вот это видео, которое мы снимали еще до того, как биткоин протестировал локальный минимум. Тогда я рекомендовал вам покупать эфир, используя 3 лучших уровня. На сегодняшний день цена протестировала только 2, а именно 1700 и 1500 долларов. Третий, самый лучший диапазон, находится около 1000 долларов, и его цена, к сожалению, не протестировала. Такая же ситуация с монетой Solana. Она также протестировала 2 уровня, 110 и 102 доллара, где мы и купили Solana. А вот третьего уровня, 60 долларов, она не достигла. Но я все равно оставлю эти диапазоны как потенциальную область для покупки. Конечно, тогда, когда рынок резко падал, очень сильно хотелось зацепить третий уровень. Но рынок развернулся, и факторы, которые начали влиять на монеты, менялись каждый день. Эти примеры с эфирами Solana наглядно показывают, как работает стратегия постепенного накопления DCA, которая отлично подходит для новичков. Ведь все, что вам нужно, это выделить ключевые уровни поддержки и покупать именно по этим ценам. То есть накапливать нужно вот такой лесенкой на разных уровнях. А если вы спросите, что покупать, рекомендую вам посмотреть это видео. Там есть много актуальных альтов с лучшими уровнями. Но если подытожить и взвесить все за и против роста, сейчас, несмотря на зеленый рынок, факторы остаются негативными. Торговые сделки будут тянуться еще долго, последствия этих тарифов еще предстоит ощутить, и если взять период с мая по октябрь, то есть лето 2025 года, когда активность на рынке заметно проседает, потенциал на тестирование первых и вторых диапазонов покупки альтов до сих пор остается. Поэтому лично я рассчитываю на то, чтобы сделать максимальное накопление во время консолидации и просадки вот в этом летнем цикле. Но вы, конечно же, можете на основе тех факторов, которые мы сегодня разобрали, можете подстроить свою торговую стратегию и выбрать более негативный или положительный прогноз. Но если вы спросите, стоит ли покупать сейчас, то все зависит от вашей стратегии. Если вы долгосрочный холдер, вы можете продолжать покупать и сейчас раз в неделю. Но если же вы торгуете в краткосрочных рамках, лучше дождаться временного отката цен и более благоприятных уровней. А вот что касается фиксации профита, то это тема уже отдельного видео, и мы обязательно его сделаем. Так что если желаете, пишите в комментариях. На данный момент я больше склоняюсь к более сдержанному сценарию, особенно на это лето. Но ни в коем случае это не значит, что я буду продавать и уходить с рынка. Наоборот, крипта в очередной раз показала, что переиграть рынок очень сложно, и нельзя на 100% быть уверенным в том, как та или иная новость повлияет на цены. Поэтому полностью продавать портфель почастую не стоит. Всегда оставляйте фундаментал и, что самое главное, биткоин. Лично я держу биткоин уже с 2018 года. Конечно, были времена, когда я частично продавал на хаях, чтобы потом откупать на просадке, но мой основной портфель никогда не был пустым, так что возьмите на заметку. Что касается предстоящей недели, то во вторник 13 числа выложат ИПЦ, а именно за апрель, от которого будет зависеть движение рынков на ближайшее время. В апреле полноценного начала действия тарифов не было, так как сразу взяли тарифную паузу, но тем не менее компании активно скупали товары, чтобы хоть как-то закрыть дефицит, а это поднимало цены вверх, что могло вызвать рост инфляции в апреле, которая только уменьшит шансы на снижение ставок. Так что за ИПЦ мы будем
будем внимательно следить, и как всегда этот отчет мы оперативно выложим в нашем Telegram. Дополнительно хотел бы показать вам, что сейчас происходит с денежной массой М2. Рост биткоина снова совпал с подъемом ликвидности, и это вызвало активное обсуждение. Ранее уже замечали, М2, отражающий объем денег в обращении, часто предшествует движению биткоина. Впервые эта идея стала популярна в 2021 году, и она снова набирает силу, особенно на фоне того, что биткоин стал все меньше коррелировать с акциями тех компаний. Аналитик из Global Market Investor отметил, что график М2 против биткоина все еще указывает вверх. По мнению CryptoQuant, связь между этими данными все еще есть, но она не прямая. Чаще всего М2 отражает глобальный тренд ликвидности, чем четко предсказывает цену биткоина. Вот этот график был выложен в апреле. На нем цена биткоина наложена на М2 с задержкой примерно в 3 месяца. Рост М2 начался в феврале, и сейчас спустя 90 дней его эффект стал проявляться на росте биткоина. По данным CryptoQuant, временная связь между этими метриками реально подтверждается. И хотя споры о точности такой корреляции не утихают, совпадение с ростом биткоина очень показательно. Тем не менее, М2 это не единственный фактор. За последние 10 недель биткоин поднялся выше уровня 80 тысяч. Одной из причин стал активный приток средств в ETF. За 3 недели фонды получили миллиарды долларов, которые отправились в биткоин. Но вот прямая связь биткоина и М2 работает не всегда. Долгосрочная 180-дневная корреляция между ними, особенно в прошлом году, составляла 0,6%. Интересно, что с начала 2025 года М2 вырос на 3,2%, но данная задержка 90 дней снизился на 0,16%. Тем временем биткоин прибавил около 8%. Если бы биткоин четко следовал за графиком М2, он бы за год упал. Это говорит о том, что биткоин значительно обогнал рост ликвидности. Таким образом, хотя корреляция между биткоином и отстающим М2 кажется убедительной, она не всегда срабатывает. Сегодня график скорее помогает понять настроение рынка, чем служит точным инструментом для торговли. То есть не нужно зацикливаться лишь на одном графике М2, а стоит смотреть и на другие катализаторы, которые мы сегодня разобрали. Напоминаю вам, что более подробный большой ролик с разбором альтов, балансировкой портфеля и продажей самых неперспективных монет мы скоро выпустим. Так что поставьте лайк и напишите в комментариях «Хочу обзор альтов», чтобы мы знали, что вам это интересно. Также подпишитесь на Telegram, где будет ИПЦ и множество новостей. А с вами мы увидимся уже очень скоро. Поэтому желаю всем удачи, до скорых встреч!